Спасибо. Перейдем к технологическим докладам. Первая серия докладов будет посвящена технологиям финишно-абразивной обработки. Зоран Йота, управляющий директор компании OTEC, и Чертарийский Виталий Павлович, официальный представитель компании OTEC в России. Раз. Повыше, пониже. Раз. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Зоран Йота. I'm managing director from the company OTEC in Germany. And I'm happy to be invited from you to... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут господин Йота, управляющий директор компании OTEC, и он очень рад присутствовать на данном событии. I'm happy to be invited from you to show you a little bit more about mass finishing. The company OTEC is founded in the year 1996. We are in the area of... what? Okay. Он очень рад, что были приглашены на данное мероприятие. Он с удовольствием расскажет о различных технологиях массовой финишной обработки. И сейчас он немножко расскажет, как была основана фирма и какие истоки. We are located in the area of Karlsruhe. This is in southwest of Germany. То есть компания расположена на юго-западе Германии, в регионе Карлсруhe, это земля Баден-Вюртемберг. And the main reason to create OTEC was because we wanted to supply machines for the jewelry industry in Pforzheim, which was called Gold City. Основная причина, почему компания была там основана, недалеко расположен город Форцхайм, это центр ювелирной промышленности в Германии, и идея была поставлять машины для обработки ювелирных изделий. So this means the competence to make shiny surfaces we created since the beginning, and this was a big advantage when we start in this case because we put this knowledge into other industries. Что знания, полученные при создании машин для галтования ювелирных изделий, те задачи, которые решались для получения блеска и решения технологических задач, в дальнейшем им очень пригодились. One of our main strategies that we want to be technical leader in the market. The managing director, Mr. Helmut Gegenheimer, he's an engineer and he's mainly responsible for the innovations. То есть основная стратегия компании – это быть лидером на технологическом рынке, и создатель и основной генератор идей компании OTEC, господин Хельмут Гегенхаймер, всегда руководствуется этими принципами. The strategy to be technical leader is for us very important because we always want to be ahead from our competitors. And this brings in the market usually higher margins. То есть идея быть всегда технологическим лидером – одна из стратегических компаний, так как основная идея, что компания OTEC хочет быть всегда впереди своих конкурентов, за счет чего и достигает своего лидерства в области массовой финишной обработки. If you have only technical solutions, what other companies also are producing,
usually the margin is very low, and that's why it was our strategy. Потому что, делая такие же станки и оборудование, как и ваши конкуренты, соответственно, прибыль, получаемая в процессе продаж, существенно снижается, и степень выживания компании остается очень низкой. Yeah, so therefore we made some really important innovations for mass finishing. So we, for example, we invented a zero gap system for disc finishing machines, and we also invented dry process for mass finishing machines and pulse finishing technology. Стараясь быть лидером на рынке массовой финишной обработки, компания OTEC разработала и запатентовала несколько методов финишной обработки. Это так называемая система с нулевым зазором, Zero Gap, как они называют. Вот. Они внедрили сухую шлифовку, полировку как само понятие массовой финишной обработки, и была разработана технология Pulse Finish. Дальше будет рассмотрено. We are, how can I say, we came from a local startup to a global player in 20 years. In the moment we have 110 people, and we have all regional roots. So, то есть компания начала свою деятельность из нескольких человек, и на данный момент количество сотрудников компании около 100 человек. И все сотрудники имеют как бы свои национальные местные корни, довольно высокой квалификации сотрудники. Yeah, we also put a big focus on the qualification of our employees, because we want to have good quality products. So this can be only made by good educated employees. То есть особое внимание обращается на квалификацию сотрудников, так как одним из принципов компании является высокое качество производимой продукции, и они уделяют очень большое внимание квалификации персонала. Our aim is to be the technical leader in mass finishing. Also, we want to make a really good service all around the world. We want also to make 100% quality control, what we have already, and 100% on-time delivery. Быть технологическим лидером на рынке, и один из лозунгов компании – сделать совершенную поверхность во всем мире, совершенство поверхности во всем мире. Вот. На компании присутствует стопроцентный контроль качества выпускаемой продукции. Контроль производится до, так сказать, до поставки оборудования конечному покупателю. Вот. И в основном они стараются придерживаться, так сказать, контрактных обязательств временных по поставке оборудования конечному пользователю. In the moment, we introduce lean management in the company, because we are working in a very high, we are located in a very costly place in Germany. So it means our working costs are very high, and so this means for a long time we need very effective processes, and lean management will help us to be more effective. Они ввели сейчас на предприятии, так сказать, lean management, это наука о серийном производстве, так как сама компания расположена в довольно, так сказать, довольно высокие накладные расходы и стоимость как бы сотрудников, рабочее время не очень высокое, поэтому для снижения этих всех нюансов, для того, чтобы оборудование было конкурентоспособно, они используют lean management на предприятии. Lean management not only for the production in every department. So this means in the sales, in the administration, bookkeeping, in the development, everywhere we introduce lean management. То есть lean management они ввели не только на производстве, как бы, но и в самом управлении, в бухгалтерии, в продажах, во всех сферах компании, как бы, введена это lean management. So you can see a few figures from us. We made last year 22 million euro business. This year we reached approximately 28.
Значит, в 2015 году, как видно со слайда, оборот компании составил 22 миллиона евро. В этом году они постараются выйти на уровень 28 миллионов евро. Export rate will be this year approximately 65%. То есть по сравнению с прошлым 2015 годом, в этом году сектор оборудования, выпущенного на экспорт, составит 65% примерно. Yeah. And our equity ratio is more or less this year also about 60%. И в этом году уровень собственных средств в компании у них составит около 60%. В прошлом году было 46%. Important is that we have a good financial equipment because the next crisis will come for sure, and then we need some money on the account to survive. То есть он как бы говорит, что возможно, что новый кризис, ну, скорее всего, грянет. Вот, поэтому для того, чтобы иметь хорошую финансовую поддержку, как бы они накапливают определенные ресурсы на счетах, чтобы иметь какой-то баланс на случай непредвиденных обстоятельств. Responsibility and success. Ответственность. So there are some milestones. The company was founded in 1996. Отправные столбы. Компания OTEC была основана в 1996 году. Then we got innovation prize of the state Baden-Württemberg, and we started to make a dealership in USA. В 1997 году они получили грант от правительства Баден-Вюртемберг как самая инновационная компания. И поверьте, что в этом регионе довольно много инновационных компаний. Это и Siemens, и компания Mercedes, Daimler, и много-много очень как бы аэрокосмического направления компаний. В 1998 году был сформирован офис в Соединенных Штатах. In the same time, we also started our cooperation with Vitaly Czartoryski in St. Petersburg, and it's a very successful story. В 1998 году они тоже начали сотрудничество с моей компанией, вот, и они очень довольны нашим сотрудничеством. After this, we went much more in different places in the world. We started have a sales office in Turkey, Italy, also Poland, and we have now representations all around the world. На данный момент с того времени открыли множество других представительств во всем мире. То есть у них сейчас свое представительство в Польше, в Италии, в Турции. И в основном сейчас компания представлена на всех мировых рынках. Because of the big orders what we got from company Daimler and Volkswagen, we needed to make a new company building, which we went in end of 2015. В 2015 году, в связи с тем, что были получены огромные крупные заказы на производство оборудования для компании Volkswagen и Daimler, им пришлось построить новое здание и переехать в 2015 году. То есть здание было построено прямо на глазах меньше, чем за год, со всеми коммуникациями, складами, подъездами. Ну, удивительно, как бы. Yeah. Success, yes, but not at any price. For example, we have no processes with any aggressive acids or alkalis. We work with our customer that they recycle water, and we produce everything in Germany. То есть успех, но не любой ценой. Один из девизов компании тоже. То есть компания старается не навредить окружающей среде, то есть отсутствие агрессивных кислот или щелочей, системы, которые позволяют замкнуть и создать рециркуляцию сточных вод с последующей циркуляцией и вторичным использованием. Ну, практически все оборудование и части сделаны в Германии. Все. We also support some social projects, for example, in Thailand, also in our place, and yeah, we give away some part of our profit for this. То есть компания несет также большую социальную нагрузку, то есть они поддерживают детские дома в Таиланде, поддерживают местные проекты, различные некоммерческие партнерства.
и, то есть, отчисляют часть своей прибыли на благотворительность. Our core competences are precision finishing, polishing, rounding, and deburring. Основной столб компетенции – это прецизионная шлифовка, прецизионная финишная обработка, шлифовка, полировка. Precision finishing, we have invented pulse finishing. This is a new mass finishing process, which is the fastest mass finishing process. То есть прецизионная финишная разработка. Компания OTEC разработала и запатентовала технологию пульс-финиша. То есть она тоже внедрена в массовое производство. The piece what you see here is a camshaft from a motor bicycle. And with the pulse finish, we could reduce the roughness values, for example, RPK under 0.1. То есть на данном слайде представлены части до и после обработки от мотоцикла, распредвал. Вот, то есть в процессе обработки значение RPK стало меньше 0,1 микрона. So in this way we reduce the friction and the wear and the lifetime of the pieces. То есть благодаря этой обработке снижается трение и увеличивается срок службы самой заготовки деталей. Later we explain pulse finishing more because this is very important and. То есть в дальнейшем мы рассмотрим этот процесс пульс-финиша более детально. Another important application is for us deburring. So we remove burrs from edges and surfaces, and we are until 99% faster than conventional methods. То есть основное из направлений применения галтовочных станков компании OTEC – это удаление заусенцев на кромке. То есть по исследованиям они на 99% их метод быстрее, чем другие методы обработки. It is much faster than conventional vibrators, which is often used in the market, and therefore the disc finishing machines from us has a very big market share. То есть данная технология намного быстрее и эффективнее, чем традиционно используемые для данного метода виброгалтовочные установки. И продажи данного оборудования занимают довольно большую нишу у компании OTEC. Rounding is also very important for us. For example, we can make edge rounding of carbide tools for producer of carbide tools, also for companies who make regrinding. То есть округление режущей кромки тоже очень важная область для компании OTEC. То есть они производят оборудование как для производителей инструмента твердого сплава, в частности, так и для тех компаний, которые занимаются переточкой инструмента. So this means we round the cutting edges, but the cutting edge, of course, is still sharp. Sharpness is just a matter of definition. То есть мы производим округление режущей кромки, и в то же время режущая кромка остается острой. То есть все это понятие остроты, это понятие относительное. So this increased the tool life significant, and at the end, the costs by using cutting tools decrease a lot. It can increase the tool life for approximately 3-4 times. То есть в зависимости от сферы применения увеличение ресурса стойкости может увеличиться от 3 до 5 раз. Это по твердому сплаву. Polishing is another core competence. As I told you, we come from the jewelry industry, and therefore, when we speak about shiny surface, this is our main important subject. Полировка еще один важная область обработки. Как мы уже упоминали, компания OTEC пришла из ювелирной промышленности, и понятие блеска для нее было с самого начала очень важным. You see here medical implants. So we polish, for example, knee joints, bone plates, bone screws, hip balls, hip joints, and we can achieve roughness values under RA 0.01.
То есть на данном слайде представлены картинки коленного сустава. Также могут использоваться для шлифовки, полировки, придания окончательного необходимого вида другие имплантаты. Это и костные пластины, и костные винты, и другие различного типа имплантаты применяемые. При этом получаемая шероховатость на поверхности получается RA менее 0,01 микрона. But also, for example, we polish a lot gear parts for motor racing, and also we can polish cutting tools, carbide cutting tools. То есть в то же время они производят полировку зубчатых колес для гоночных автомобилей и полировку поверхности твердосплавного инструмента. For example, we polish gear parts for a university team in Karlsruhe, which has their own races worldwide with other universities, and they became world champion, maybe because we polished the gear parts for them. То есть они полируют элементы зубчатых шестеренок для коробок передач, для местного университета в Карлсруhe, технологического института. И, говорит, возможно, благодаря им в этом году команда университета Карлсруhe технологического добьется первого места в мировой гонке между лидерства в чемпионате между университетами. But mainly we made this cooperation because we want to learn good educated young students, because we need such good educated people in the future in our company. То есть, с одной стороны, они помогают бесплатно университету и команде, молодым ребятам, а с другой стороны, они преследуют определенную цель, чтобы получить потом в компанию хорошо образованных, со знанием своего дела молодых специалистов. Yeah. What you see here is the machine what we made for smoothing of camshaft for Volkswagen. То есть на данном слайде представлена установка для выглаживания распредвалов. Данная установка была произведена для компании Volkswagen. This machine was especially made for Volkswagen with a big specification sheet. And nowadays we make more and more customized processes, customized machines, because the market demands it. То есть данная машина была создана по специальному заказу компании Volkswagen. То есть, насколько я помню, разговор был о 3000 листов технического задания. То есть это была проведена огромная работа. Но, с другой стороны, благодаря этому техническому заданию они могут создавать сейчас эти установки под конкретного заказчика, под конкретное техническое задание. But this is not only a technical issue to make such machines. Our aim is, of course, to build such machines and to earn money with such machines. Because when you build complicated, complex machines for companies like Volkswagen, you have also to make sure that you earn some money with. And sometimes you don't see the complexity of the machine before you get the order. То есть техническая сторона данных проектов сложных, это не просто, так сказать, для удовольствия, а для получения определенной финансовой прибыли. Потому что разрабатывая первый раз этот проект с компанией Volkswagen, компания OTEC изначально не видела каких-то финансовых преимуществ, какой-то реальной прибыли, потому что это был новый проект, и что будет в конце проекта, никто еще не знал. So a really good project management is necessary, that the costs of such projects will grow too high, and therefore, you have to keep the eye on the claims from customers, on the production cost, and also delivery time. То есть очень важен менеджмент на производстве, всегда быть с открытыми глазами, всегда считать рабочее время и очень тщательно рассчитывать сроки поставки данного оборудования. Here you can see in which markets we are active. We work in the automotive industry, tool making industry,
aerospace industry, stamped, turned and milled parts, medical industry, ceramic and jewelry industry. То есть на данном слайде представлены основные рынки активности компании OTEC. Это автомобильная промышленность, инструментальная промышленность, штамповки, инструменты, соответственно, режущие инструменты, аэрокосмическая промышленность, медицинские имплантаты, фармацевтическая промышленность, керамические, пластиковые детали, ну, соответственно, ювелирная часовая промышленность. Our strategy is to have a big range of applications, because when you depend, for example, from the automotive industry, this means in the next crisis it can be a big risk. То есть, занимаясь большим диапазоном промышленности, они гарантируют себе, так сказать, будущее на случай следующего кризиса, например, как с автомобильной промышленностью при резком спаде, чтобы они могли обеспечить себе будущее для компании. In good times, the automotive industry goes continuously up, but in bad times it goes very quickly down and very deep. В хорошие времена автомобильная промышленность очень хорошо растет вверх, производство автомобилей, но при очередном кризисе продажи автомобилей резко падают, и это наносит большой отпечаток на сопутствующие отрасли. That's why, for example, for us it's very important to have a good market share in the medical industry or aerospace industry, because in the aerospace the investment times they are much longer, much bigger periods, and in the medical also the sales are much more stable. Очень важно, что они имеют хорошую долю в аэрокосмической промышленности и в медицинской. Инвестиции в данные области, они более длинные, но занимают более длительное время разработки. Вот, но в то же время эти области позволяют получать хорошую прибыль. Another important point is the electro car, because in the future more and more cars will be driven by electronic drive, and this can have for our company a big impact. Очень большое внимание они уделяют электрическим автомобилям, так как это будущее за ними, и этой области компания уделяет очень большое влияние. We don't know, of course, how fast this will come. There is only in the moment a lot news in the politics and in the newspapers and everywhere, but we have to prepare for the time where the electro car will be dominant. То есть на данный момент очень много новостей из средств массовой информации, много новостей от политиков, которые высказываются за сохранение только электрических автомобилей и сохранение окружающей среды, но компания OTEC хочет заранее быть подготовлена к этим условиям и сделать свои наработки в этой сфере. But this is not only a risk for OTEC, this is a risk for all Germany. Это не только риск для компании OTEC, это риск для всей Германии, которая в основном ориентирована на автомобильную промышленность, большую долю. Especially southwest area, Baden-Württemberg, where we are from, many companies depend from the car industry. В особенности юго-западная область, земля Баден-Вюртемберг, очень во многом зависит от автомобильной промышленности, и много компаний могут быть подвержены такому риску. Okay, now we speak about machines, what we have in our portfolio. We start with the disc finishing machine. То есть сейчас мы рассмотрим финишные станки, которые они производят довольно успешно, и начнем с центробежно-дисковых финишных станков серии CF.
So what you can see is that we, in the disc finishing machines, we have media and workpieces together in the process. The media have an abrasive effect because they are bounded with abrasive media like aluminum oxide, silicium oxide, etc. То есть на данном видео видно, что изделие загружается в контейнер в навалку вместе с абразивными материалами. Абразивные материалы могут иметь различные абразивные воздействия. Это либо оксид алюминия, либо оксид кремния. Depending on the media what you choose, you can make deburring, smoothing or polishing. То есть в зависимости от используемого материала может быть выполнен процесс галтования как шлифовки, выглаживания, полировки. We use this machine typically for producer of jewelry, stamping pieces or machine parts in general. То есть данные станки используются в основном для ювелирной промышленности, для изделий из листового металла и для автомобильной промышленности, для небольших частей. We invented for this system zero gap system. This means you can work with the thinnest pieces in the machine without blocking the machine itself. То есть для данного влажного процесса была разработана система с нулевым зазором, то есть можно обрабатывать тончайшие детали без ущерба для того, что они могут застрять во вращающемся зазоре. То есть, например, как вот такие тонкие диски амортизаторные, вот, либо клапаны, то есть для компании Danfoss, они как бы для терморегуляторов производят такие, либо для пневматических компрессоров мембраны как бы обрабатывают, чтобы удалить заусенец с них. Typical process time for the CF machines can be 5 minutes or maybe half hour, maximum 1 hour. То есть типовое время обработки для центробежных дисковых станков от 5 минут, получаса до 1 часа. How many machines we have sold in Russia until now, disc finishing machines? Вопрос, сколько было продано на рынке станков данного типа. По подсчетам на прошлый год было продано около 250 машин таких различного типа, различного класса. В России, да, именно в России. То есть разговор сейчас только о России идет. Here you can see on a view from the top of a CF container. То есть вид сверху на контейнер центробежно-дискового станка. On the bottom is a disc which rotates and brings the media to flow. В основании контейнера расположен диск с ребрами, который приводит в движение абразивный материал. Because of the friction of the media to the workpieces, we have an abrasive effect, and the surface of the pieces becomes smooth and fine. В связи с тем, что за счет центробежной силы абразивные материалы приводят к трению загруженными деталями, мы получаем очень ровную гладкую поверхность деталей. This process is approximately 20 times faster than conventional vibratory machines, and usually it's a wet process where we flush out or take away the dirt which is made from the media. То есть данный процесс примерно в 20 раз быстрее, чем процесс, выполняемый в традиционных виброгалтовочных станках, применяемых для виброгалтования. Вот. И одно из достоинств данного процесса, что за счет технологических зазоров вся грязь, остатки металла выходят из процесса, смываются в отстойник со сточными водами. Here you can see a container from the inside. What you can see is the bearing on the downstairs, then the disc and the container. То есть на данном слайде показан разрез рабочего контейнера, то есть желтым стрелочками показаны моменты движения деталей в вихревых потоках абразива. И покажен нижний диск, верхняя неподвижная крышка, вот, и высокоточная подшипниковая опора рабочего контейнера. What you can see here is the gap in the center. Зазор по центру. This is the heart of the machine, and it looks very easy. But on the other hand, you have to make sure that the disc has a rotation which is very smooth and very flat.
So when it has a small malfunction, the system cannot work. То есть с первого взгляда кажется, что это очень простая система, но диск должен быть очень ровным, без биений, потому что даже небольшая поломка может привести к большим последствиям для рабочего контейнера. The gap has also the function that water can go out, which we put in on the top. То есть вода поступает с верхней части контейнера, и также этот зазор используется для удаления сточных вод в процессе галтования. Also important is that you make the container with a special polyurethane that it has a long lifetime. То есть внутри контейнера изготовлен из износостойкого полиуретана, что гарантирует длительный срок эксплуатации изделия. In the dry process, we have a gap of 0.05 millimeter because we work with very fine walnut shell media to get a very nice polishing finish. При сухом процессе технологический зазор между вращающимся диском и верхней крышкой рабочего контейнера составляет 0,05 мм. Это связано с тем, что для полировки, чтобы получить такой хороший блеск, используются очень гранулы небольшого размера в пределах, наверное, 0,4-0,8 мм. In the grinding, we usually work with water and compound. Compound is a tenside. This means it can absorb the waste. То есть при мокром влажном галтовании для процесса используются компаунды, так сказать, СОЖ, концентраты. Вот, и благодаря этому из процесса галтования выводятся все ненужные нам материалы, грязь, остатки металла и прочее. В то же время компаунд создает буферную зону в процессе галтования между керамическими, скажем, или пластиковыми телами и сохраняет, сказать, чувствительных изделий, защищает от совместных соударений. Yeah, it's the same effect when you wash your hand. You need water and soap. So without the soap, without tenside, we don't get clean workpieces and clean media. То есть, если сравнивать, можно сравнить, когда мы моем руки, то есть без воды, без мыла, очень тяжело очистить руки, и в то же время СОЖ, применяемый при процессе галтования, получить чистое, блестящее изделие. What the soap makes exactly is that it takes the small particles of the waste and brings it in solution, and then it can be removed. То есть благодаря тому, что СОЖ обладает определенным пенообразованием, остатки процесса галтования попадают в эту пену и выводятся из процесса через технологические зазоры. What are the advantages of the disc finishing machines? They are absolutely reliable, fast, and very processing economical. То есть основные преимущества центробежно-дисковых финишных станков – это абсолютная надежность, повторяемость процесса и высокая экономическая эффективность. The process has to be economical because otherwise no customer will buy it. То есть процесс должен быть экономически эффективен, в противном случае клиентам будет неинтересно покупать данное оборудование. As I already said, we can work with very small and very thin workpieces. For example, we can work with pieces which have a thickness of 0.08 millimeter. То есть, как уже упоминалось, станки рабочие контейнеры могут работать с очень тонкими изделиями, то есть либо после мехобработки примерно в диаметре 0,5 мм, либо для, скажем, деталей из полосы толщина может составлять 0,8 мм. All components what we use are made of high quality materials, so that we have no corrosion problems, that we have a low weight, low transportation costs, and a very long lifetime. Все детали станков изготовлены из высококачественных материалов, будь то нержавеющая сталь, либо коррозионно-стойкий алюминий, то есть нет вопросов с коррозией, и, соответственно, очень довольно длинный срок использования данного оборудования.
Yeah, that's why we are not the cheapest on the market. Our price of the machines is usually the highest on the market. But when we speak to customer, we say the price what you spend, or the money what you spend in the beginning, you have to compare the complete cost, for example, in the first 5 years, not only from the beginning. То есть для сравнения, станки компании ОТЕК, скажем, не самые дешевые на рынке, они практически намного дороже других конкурентов, но они предлагают посчитать стоимость эксплуатации станка за первый год и сравнить это со стоимостью эксплуатации конкурентов. Because when you, for example, when your machine does not work because you need spare parts or it is just damaged, the machine does not make a profit for you, and these costs are in long time much higher than the benefit of a cheaper machine in the beginning. Потому что если ваш станок вышел из строя, то есть отсутствуют какие-то запасные части, сервисное обслуживание, то есть вы можете посчитать, какая стоимость простоя данного оборудования. Typical applications for the CF machines are jewelry, fashion jewelry, dental implants, bone plates, bone screws, textile industry, ceramic parts and 3D printing parts. То есть типовые области применения станков серии CF – это зубные имплантанты, ювелирная промышленность, костные пластины, костные винты, части часовых механизмов, штампованные изделия из полосы, текстильная промышленность, керамические части и части, которым необходима обработка после 3D-аддитивных технологий, после 3D-принтеров. The 3D printing parts is very interesting for the future because more and more the process of 3D printing has been implemented on the market, and therefore we made cooperations with the manufacturer like EOS and Renishaw. То есть 3D-принтеры все больше и больше приходят в нашу жизнь, поэтому иметь опыт в данной сфере очень важно для компании, и они сотрудничают с европейскими производителями 3D-принтеров, как EOS и Renishaw. Now we come to track finishing machines. Track finishing is a different technology. The workpieces are not together with the media in the container. In the track finishing process, we track the pieces on holders through the media. Теперь мы переходим к другому классу станков. Это буксерные станки. В данном станке как бы совсем другой принцип обработки, то есть изделие жестко фиксируется в держателе и протаскивается через абразивный материал в статическом рабочем контейнере. The track finishing machines are mainly for pieces who are too heavy for disc finishing machines, or for pieces which are not allowed that they touch each other. То есть данный класс станков разработан был для очень тяжелых деталей, которые невозможно обработать в станках серии CF, либо для деталей, поверхность которых чувствительна к совместным соударениям и наличием следов на поверхности. This means the workpieces has to be fixed on holders, and we can usually fix between 18 and 60 pieces in the machine. То есть данная система подразумевает, что изделие должно быть зафиксировано в держателе, и исходя из производимого ряда, за одну обработку может быть зафиксировано от 18 до 60 деталей на одну обработку. We see now a video from the machine. Сейчас представлено видео работы станка. What you see, the workpieces, what you see here, these are all knee joints made of cobalt chrome. То есть коленные суставы, изготовленные из сплава кобальт-хром медицинского, и обрабатываются на данный момент времени в керамических чипсах материалы. Usually, knee joints are made by casting, and after they are machined, and then they come to our grinding process with ceramic chips. То есть традиционно, как в Европе делаются коленные суставы, то есть это идет литье,
от, соответственно, медицинского сплава, потом подвергается это все ленточной и абразивной обработке, либо роботы, либо вручную, и дальше это передается на следующий этап обработки в компанию по технологии компании OTEC. So the first process was to make the surface smooth with ceramic chips, and now this process, what you saw here, this was the fine grinding. This means in this process the surface will be prepared for the polishing. То есть первый этап подразумевал под собой получить ровную, хорошую поверхность в керамических чипсах. Второй этап мокрой обработки был тонкая шлифовка, что подразумевает под собой подготовку поверхности под полировку. И дальше меняется рабочий контейнер, и изделие обрабатывается в скорлупе грецкого ореха. Knee joints has to be very shiny and without scratches, because when the doctors put the knee into the body, they have a special light where they can see every defect of the workpiece. То есть поверхность коленного сустава должна быть очень блестящей, без всякого рода царапин, потому что когда доктор устанавливает это все при имплантации, он как бы видит все в определенном свете. So here you can see the principle of the machine. We have on the drag finishing machine, we have a rotor plate and some holders with self-rotation. То есть здесь показан принцип действия буксерного станка, то есть есть вращающийся ротор, и на роторе есть, сказать, держатели инструмента, которые вращаются вокруг своей оси. Because of this, we have a planetary system, like a planetary system, and you have a very smooth and stable process. Благодаря планетарному механизму, который реализован в данной конструкции, процесс проходит очень ровно и гладко при обработке. The application procedure we already explained, but anyway, you need special designed holders. We have also standard holders, for example, for knee joints or for cutting tools. And then you drag the pieces through the media. То есть области применения мы уже рассматривали, но основная особенность данного метода то, что необходимо разрабатывать держатели для конкретно каждого обрабатываемого изделия. Вот. Потом, вследствие чего в этом держателе протаскивается через абразивные материалы и достигается определенный эффект обработки. Because of the dragging of the workpieces, you have a very high force in the process and therefore very short process time. Благодаря такой конструкции процесса очень высокое давление абразива на обрабатываемые детали, за счет чего существенно сокращается время обработки. Areas of application, typical workpieces, what we make is, for example, cutting tools. This means drills, end mills or taps. Типовые области применения буксерного процесса – это режущий инструмент, инструменты для таблетирования, имплантаты и другого рода схожие изделия. Also interesting is, for example, the polishing of tableting tools. The tableting tools is used to produce tablets, and they need to have a very smooth punching surface. Otherwise, the tablet can break and the whole process can stop. Очень важно, видите, справа инструмент для таблетирования. Очень важно получить очень ровную, гладкую поверхность, так как в противном случае, если поверхность будет недостаточно хорошей, таблетка может застрять в процессе таблетирования, и пресс, используемый в фармацевтике, довольно дорогой, может выйти из строя. Another advantage of polishing tableting tools is also that you have less problems with oxidation or rust, because a smooth surface is less surface and therefore not so sensitive for getting oxidated. То есть очень важно также для пресс-инструмента для таблетирования получить получается очень хорошая поверхность с антикоррозионным, безоксидной пленкой, что позволяет существенно, так сказать, увеличить ресурс использования данного инструмента.
Advantage of the machines are we reduce the roughness of the workpieces. We have, for example, for cutting tools, a higher tool life. And we reduce also, for example, the cutting force. То есть основные преимущества при оптимизации использования буксерных станков – это улучшение качества поверхности, снижение шероховатости, увеличение стойкости инструмента, снижение режущей силы и, так сказать, получение микрогеометрии режущей кромки инструмента. So this machine is mainly sold to medical producers, but a lot also to producers of cutting tools, because the lifetime increasing is significant. То есть основной рынок продажи данных установок – это медицинская промышленность, имплантаты и производители режущего инструмента. Данный метод позволяет в разы увеличить стойкость инструмента, соответственно, снизить затраты на производство. But not only the producer of cutting tools, also the companies who make the regrinding themselves are our customers. So therefore, for example, we sold track finishing machines also to company Daimler, because Daimler has an in-house regrinding. Также большой рынок использования дальних станков для компаний, которые занимаются переточкой инструмента. В частности, данный станок данного типа был продан в компанию Daimler, у которой есть собственный участок переточки инструмента. Now we speak about a stream finishing machine. The stream finishing machine was invented. It was already on the market like about 30 years ago. But it disappeared from the market, and we brought it back in the year 2009. То есть в 2009 году было, так сказать, из запасников достаны материалы по станкам потоковой финишной обработки. Это не новый процесс, но был реализован, так сказать, с новой концепцией. То есть он был разработан около 30 лет назад, хотя Артем Сергеевич показывал, тоже и у нас были свои патенты в Советском Союзе по данной разработке. Но в частности, вот компания в 2009 году вспомнила о данном процессе и разработала свой станок для данного применения. In the stream finishing machine, the container turns with the media. То есть в станках потоковой финишной обработки контейнер с абразивными материалами вращается. So in the drag finishing machine, the holders was dragged, but the container was stable. And in the SF machine, the container is turning. То есть в буксерных станках серии DF контейнер был в статическом положении с абразивом, в станках потоковой абразивной обработки контейнер вращается. This makes the process much more fast. As you can see, we have achieved, for example, the process on this gear just within 1 minute. То есть данный процесс потоковой финишной обработки намного эффективнее буксерного процесса, и в частности данная шестеренка была обработана до требуемых, так сказать, величин, значений за 1 минуту. This is a big advantage, the short process time, because when you have short process time, you can also work in a line production. То есть основное достоинство данного процесса – короткое время обработки изделий, так как короткое время обработки позволяет интегрировать это в производственной линии, данные станки. The big advantage of the stream finishing machine is that you can connect it with a robot, so the automation can be quite easy done. This is not possible with the track finishing machine. Еще одно большое достоинство станков потоковой абразивной обработки – то, что они очень легко интегрируются с роботизированными системами загрузки-выгрузки, что довольно тяжело сделать с буксерными станками предыдущего, когда мы рассматривали. Here on these pictures, you can see that we can put on this machine now 3 workpieces inside. 3 workpieces is much less than in the drag finishing machine, but we have here a much faster process.
So in the track finishing machine, we have usually processing times of let's say half hour, 1 hour. In the stream finishing machine, we have processing times of a few minutes, even seconds. Значит, данные станки, скажем, данный станок позволяет обрабатывать на данном слайде 3 изделия одновременно. Это существенно меньше, чем буксерные станки серии DF, но за счет существенного сокращения времени они позволяют выполнять более быстро и качественную обработку. Например, буксерные станки серии DF, длительность обработки достигает от получаса до часа. Здесь речь идет от секунд до нескольких минут. Each workpiece has a different lifting unit, and this is a big advantage when you make automation, because this means you can load one workpiece and the other 2 workpieces, for example, can still continue to work. Здесь каждая деталь имеет независимый подъемный узел, что очень хорошо для автоматизации, роботизированной смены деталей. То есть одну деталь можно заменить в процессе обработки, в то время как 2 другие будут находиться в процессе обработки. Also the holder itself are rotating, and we can use on the holders a servo motor which we can speed up until 5000 RPM. Также на держатель установится сервопривод, который может, собственно, вращаться со скоростью до 5000 оборотов. And change the direction within a half second. And this is what we called pulse finish process. То есть он может разгоняться до 5000 оборотов и изменять направление вращения за полсекунды. То есть это так называемый пульс-финишинг процесс, о котором мы рассказывали до этого. So coming again to the abilities of the machine, it is easy to make automation. We have very short process times. We can get very smooth surfaces. And workpieces can be changed very quickly. То есть, возвращаясь к достоинствам станков потоковой финишной обработки, то есть можно сказать, что это наиболее оптимизированные станки для процесса автоматизации загрузки-выгрузки, очень короткое время обработки, очень хорошая, гладкая, ровная поверхность получается, и можно работать с деталями длинными до 400 мм и весом до 20 кг, ну, включая вес самого держателя. В то же время количество и держателей может быть изготовлено под заказ, если это требует ТЗ заказчика. So maximum workpiece length is 400 mm and weight until 20 kg. And you can have different numbers of workpiece holders in the machines. Ну, об этом я уже рассказал. With this stream finishing machine, our company changed. Because before we had many standard machines. And with the stream finishing machine came the automation in our company. And with the automation came the complexity in our company. До этого компания занималась довольно простыми станками с ручным управлением, и с приходом данного поколения машин у компании появились определенного рода технические сложности. Машины стали более комплексными и сложными в работе и обслуживании. So when we make stream finishing machines, often they are customized or a part is customized. And so this means when we make projects, when we make stream finishing machines, we speak about projects. And you know projects are difficult because you have big possibilities. You can earn a lot of money or you can also burn money in projects. То есть данные станки разрабатываются конкретно под техническое задание заказчика, и, как мы уже упоминали, очень необходимо аккуратно рассматривать техническое задание и правильно рассчитывать все параметры станка для того, чтобы не оказаться в проигрыше без прибыли. The complexity of the machines is a big change in our company because we have completely different demands. We need the sale of these machines is more complex, the building is more complex, the assembly is more complex, and so nearly every apartment
in our company needed to change to make the projects very smooth and not to lose money. С приходом данного типа станков компании ОТЕК пришлось, так сказать, обновить работу практически всех отделов, начиная от отдела продаж, который занимается приемом заказов от клиентов, до отдела, который занимается сборкой. Было перестроено тоже здание, потому что сами станки намного выше и больше по габаритам. Вот. Ну и, соответственно, технический персонал был подготовлен на другой уровень. Here you can see how the machine looks more in detail. So we have workpiece holders, process container, dosing unit. Then we have, of course, an open door for machine loading. То есть здесь мы видим станок изнутри, то есть видим слева пульт управления, ящик с электронными компонентами, подъемный узел, сами приводы держателей, рабочий контейнер внизу, дозатор для мокрого процесса, ну и, соответственно, двери для загрузки и выгрузки рабочего контейнера. Here you can see the two different models what we have. We have the difference is that on the external model we have only one system, one lift system, and in the central model we have independent lift system. То есть в основном они рассматривают две схемы изготовления станка в зависимости от потребностей заказчика. Это с одним подъемным механизмом, когда одновременно поднимаются все рабочие держатели инструмента, либо каждый держатель инструмента, на каждый держатель инструмента создается свой подъемный механизм. Usually we use the model central more for automated system, because when they have independent lift system, this means you can load one workpiece holder and the other two workpiece holders still can continue to run. В основном они рассматривают при рекомендации клиентам, ну, это для больших производств, массовых производств, это систему с независимым подъемным механизмом, так как этот механизм более гибко подходит для систем загрузки-выгрузки процесса, автоматизации процесса загрузки-выгрузки и совмещения с роботизированными системами. The external model with one lift system is mainly for the manual use. То есть система с одним лифтом в основном используется как бы для ручной загрузки-выгрузки для небольших производств, но которые как бы работают под определенные задачи. Yeah, workpiece holders. Workpiece holders is in this machine a very important subject, because the customers come to us with a big range of different workpieces, so we have to make different holders for different workpieces. Держатель изделия очень важная позиция при составлении технического задания на станок, потому что приходят различные клиенты с различными потребностями при обработке, поэтому данный узел станка обсуждается очень детально при заказе оборудования. The workpiece holders need to be designed in this way that they do not wear out quickly and that they also can be loaded very quickly. То есть держатель изделия разрабатывается из тех соображений, что он должен иметь высокую надежность, не выйти из строя, так как он работает в довольно агрессивной среде, и в то же время он должен иметь очень короткое время для замены деталей при обработке. What you see here on the picture is a manual system, what we used for camshaft. So you can clamp the workpiece with an automatic clamping system. То есть на данном слайде показана система, которую они используют для распредвалов, похоже, как они поставили для компании Mercedes. И здесь автоматическая система зажима деталей используется. By pneumatic, sorry. То есть пневматическая цанга стоит, и что позволяет довольно быстро произвести замену деталей при обработке. The manual loading of the machine is usually made with a lift door. То есть
новые станки, оборудованные пневматической дверью, которая поднимается вверх. То есть на предыдущих слайдах мы видели, что двери открываются наружу, соответственно, это сокращает рабочее пространство и определенное неудобство. В новых станках, видите, по центру дверь, которая при замене деталей поднимается вверх и существенно улучшает и эргономичность, и возможности использования станка. Manual machines, machines with manual loading are used mainly when you have too many different kind of workpieces, or, for example, less quantity in the production. То есть ручные станки используются для небольших производственных задач, когда предприятие выпускает небольшую серию продукции. More and more interesting for the market is automatic loading, because every company has the problem of the cost. То есть в связи с тем, что каждая компания имеют проблемы, так сказать, со себестоимостью продукции, вот, и оптимизацией ручного труда, поэтому подразумеваются автоматические системы загрузки, которые позволяют существенно снизить затраты на производство. So reduction of cost is for all companies important, and therefore the automated system are getting more interesting. But it's also not easy for us, because a lot of customers want to use their own robot supplier, their own loading system, and for us this means we have to connect often different systems together. То есть роботизированные системы, конечно, интересные, но проблема состоит в том, что каждый потребитель, каждый заказчик хочет использовать свои роботизированные системы. Существует множество производителей, и в этом существует большая проблема, как состыковать электронику одного станка с электроникой другого, соответственно, различия в программном обеспечении. И на данный момент это довольно большая проблема для компании. So this is now our challenge in the future, that we find standards, that we can make integration easy. And also in the future, of course, we want to have one machine. One machine, this means integrated, completely integrated, one touch panel for both processes. То есть на данный момент это как бы одна из задач компании, чтобы на будущее обеспечить полную совместимость и сенсорной панели, и программного обеспечения, чтобы произвести полную совместимость систем автоматизации и совмещения роботов в процессе работы. The main customers for automated machines are producer of cutting tools. Основные потребители SF-станков – это производители режущего инструмента. Camshaft or fuel injectors. То есть автомобильная промышленность, производители распредвалов и форсунки впрыска топлива, будь то автомобильная промышленность, либо авиация, либо другие аэрокосмические технологии. What has a big influence on the process? This is mainly the media. Какое влияние оказывают различные моменты на процесс обработки? В первую очередь это абразивные материалы. The media is very important because you can have a different effect of the media. What you see here is a picture of aluminum oxide. То есть выбор абразива, он основной в процессе абразивной обработки. И в зависимости от того, как вы выбрали абразивный материал, получается, соответственно, результаты обработки. На данном слайде представлены гранулы в увеличении оксида алюминия. With such a small media of a corn size of about 1 millimeter, in a conventional mass finishing machine you have no effect, because you have not enough pressure. То есть, используя скорлупу грецкого ореха, как в традиционных галтовочных операциях на станках серии CF, невозможно получить быстрый результат, так как плотность и абразивные свойства скорлупы не такие для того, чтобы создать довольно мощные абразивные воздействия на обрабатываемую деталь. We can work with small media because we bring a lot of energy from the machine and from the holder in the system. То есть использовать такие мелкие материалы, довольно плотные, позволяет заранее запроектированная большая мощность самого привода и держателя установки.
With our pulse finishing system, we work with holder speed of 2000 RPM, and this will have the effect that we can work with small media, and small media is important for complex design. То есть станок, работающий по системе пульс-финиш, они могут работать с такими мелкими материалами и могут обрабатывать довольно сложную поверхность с высокой точностью. Different parameters who has an influence on the result is, for example, the immersion depth into the media. Другие параметры, важные для процесса обработка, это глубина погружения детали в абразивный материал. Rotation direction, and of course, how close you go to the container wall. Соответственно, направление вращения детали и то, насколько близко вы можете подойти с деталью к стенке рабочего контейнера, где максимальное давление абразива на поверхность. Different workpiece geometries can be processed in the SF machine, especially rotationally symmetric parts work well. То есть детали различной геометрической формы могут быть обработаны в станках серии SF, но в особенности это тела вращения. Наиболее лучшим образом подходит для данного вида обработки. Now we come to the pulse finish innovation. I already spoke about it a few times, but sometimes I repeat. But because when it's something important, I want that you understand. That's why I repeat sometimes. Но перейдем к пальц-финишинг технологии, то есть снова повторяемся, но когда это важно, он хочет именно сделать ударение на этот метод. Pulse finishing means we bring the workpiece in a speed of 2000 RPM and we change the direction within a half second. То есть пульс-финишная технология предполагает под собой раскрутить изделие до 2000 оборотов в одну сторону и изменить направление вращения за полсекунды в другую сторону. This speed has the advantage that we can use fine media and that we reduce the cycle time dramatically. Данная технология пальц-финиш предполагает под собой использование очень мелкого абразива, что существенно снижает время обработки. For example, now in the video we use a camshaft dummy. It's not a real camshaft, but just should look like it. То есть на данном видео показана деталь распредвал, то есть это не распредвал, но он как бы имитирует поверхность распредвала. And we have process times for such camshaft from just 1 minute, and therefore the cycle time is about 20 seconds because we have 3 pieces in the process. То есть время обработки для данной детали ставит 48 секунд, но в целом время обработки детали рассчитывается на уровне 20 секунд, так как мы обрабатываем 3 детали одновременно, и с учетом времени перестановки получается около 20 секунд время обработки. Only because of this fact that we have very low process times, we are able to work in line productions, for example, for Daimler, Volkswagen or ThyssenKrupp. То есть благодаря такому короткому времени обработки данные станки интегрируются в производственную линию, и благодаря этому они работают сейчас на таких предприятиях, как Volkswagen и Daimler для производства компонентов двигателей. The advantage from our process for these companies was that we reduced the roughness value RPK from 0.2 micron to less than 0.1. То есть основным достоинством, за счет чего был выбор в сторону станков компании OTEC, то, что они смогли снизить уровень RPK с 0,2 микрон до 0,1 микрона менее чем за 1 минуту. And the reduction of the RPK is for them very important because we make the mountains of the surface flat. Этот параметр очень важен для данных компаний, так как пики, которые остаются при традиционной шлифовке, круглой шлифовке, в данном случае они становятся плоскими. But the other advantage is that the valleys are still there. This means we remove the top of the mountains, but the valleys are still there, and they are important because there stays the oil.
То есть еще одно достоинство, то, что как бы вот эти пики становятся плоскими, но в то же время впадины, которые есть в металле, они позволяют сохранять в этих впадинах масло и, соответственно, увеличивать ресурс, рабочий ресурс механизмов. Yeah. So that's why, for example, RA is for them not important. They don't want to have a good RA. They want to have a good RPK value and a very good RVK value. And RVK means that we have deep valleys, and that's why the RA value would be for them not interesting at all. Для данных потребителей значение RA не важно, для них очень важно значение RPK, то есть именно вот эти плоские пики и глубокие впадины, которые очень важны для их узлов и механизмов. What are the big advantages when you treat gear parts for the car industry? Big advantages is that the consumption of oil in the car will be reduced dramatically. Благодаря этой технологии обработки, то есть потребление двигателя в процессе работы внутреннего сгорания существенно снижено. Also, we reduce the noise level and the lifetime of the pieces. Снижен уровень шума работы двигателя и увеличен интервал, межсервисный интервал практически в 2 раза. And of course, all the complete process is more efficient, and we use less petrol in the cars. И в конечном счете двигатель потребляет меньше топлива, более экономичный. This we already explained. Here you can see on the graphic how the pulse finishing is working. So this means we go up with the speed in a very short time and change the direction. Данный слайд показывает принцип работы системы пульс-финиш, то есть за короткое время держатель раскручивается до высокой скорости за полсекунды и меняет направление на противоположное. This is a patented system from the company OTEC, and it's the fastest mass finishing process in the world. Данная система запатентована компанией OTEC, и на данный момент это самый быстрый процесс, абразивный процесс обработки в мире. Typical applications for SF machines are camshaft, gears, turbine blades, 3D printed parts. Основные области применения станков потоково-абразивной обработки – это турбинные лопатки, зубчатые колеса, распредвалы и 3D-детали, изготовленные по технологии 3D. What are the advantages of the process? We reduce the noise level, we reduce the friction, we reduce the roughness peaks. Какие достоинства процесса? То есть снижение шума, снижение трения, удаление пиков, значение РПК, снижение износа деталей. The wear is reduced, and also, for example, you have in the cars no run-in necessary. For example, when you buy a new car, the car manufacturer always said, okay, the first 5,000 kilometers you should be not so fast, because in this process and in this time the gear parts they have to work each other. This process is not a subject anymore when the pieces have a good treatment, because the surface is already smooth. So in the first 5 kilometers, you make the gear parts all smooth by using the car, but when you already make this before, you don't have this process. Данный процесс позволяет избежать предварительной обкатки автомобиля, как это было раньше, что производитель автомобилей рекомендовал произвести обкатку двигателя, систем, шестеренок и через 5000 километров произвести замену масла, фильтров. То есть данный метод позволяет избежать этого, и автомобиль может сразу работать на максимальной мощности. At the end you have a much cleaner oil. И в данном случае масло намного чище. Typical examples for SF machines are also cutting tools. This is the same advantage like with the drag finishing machine: longer tool life, higher efficiency. Типовые примеры применения станков серии SF – это режущий инструмент, твердосплавные, метчики, корпуса инструмента,
удаление капельности, капельной фазы после PVD или DLS покрытий. Forming tools are also interesting application because when you use forming tools, you have a material which flows on the tool, and when you have a polished surface, the lifetime of the tool increase a lot. Формообразующий инструмент тоже очень интересная сфера применения станков, потому что в данном случае материал при работе данного инструмента, материал как бы наплывает на поверхность инструмента, и чем лучше поверхность, тем более легче проходит данный процесс. And also the product what you make with the forming tools has a better surface. И сам инструмент имеет более лучшую поверхность. Here are some pictures from cutting edge before and after. Показаны картинки режущей кромки инструмента до и после обработки. And downstairs you can see a picture which was coated and has still some droplets which we removed. Ниже две картинки с кромкой после нанесения покрытия и после удаления капельной фазы покрытия. Because after coating, the cutting tools have droplets, and this makes the surface quite rough, and we remove the droplets in our machines. Капельная фаза физических покрытий делает поверхность более грубой, и проведя удаление капельности, мы улучшаем сами режущие свойства и качество поверхности режущего инструмента. Yeah. Advantages are, of course, we remove micro defects. Достоинство: удаляем микродефекты на кромке. The coating will adhere much better when you process the cutting tool before coating. При подготовке поверхности перед нанесением поверхность, само физическое покрытие более лучше ложится на инструмент, более стойкость улучшается. Yeah. You have a more stable cutting edge and less chipping at the cutting edge because there is no less notching. То есть лучше нормализуется сама режущая кромка и меньше выкрашивания именно на самой кромке. Also, we make a smooth surface for the cutting tools, which means it has a much better chip flow. И сама поверхность более гладкая, что позволяет стружке более легче сходить в процессе резания. And at the end, you have a much better productivity of the cutting tool and longer lifetime. И в конечном случае повышается производительность и увеличивается ресурс режущего инструмента. Now we compare the SF and the DF machines. Сравнение SF и буксерных станков, потоковых и буксерных станков. Biggest difference is, you can in the stream finishing machine you are 5 to 10 times faster than the DF. На потоковом станке процесс обработки в 5-10 раз быстрее, чем на буксерном станке. In the stream finishing machine you can put up to 5 pieces, but in the drag finishing machine you can put up to 60 pieces per batch. В потоковом станке за одну загрузку возможно загрузить 5 изделий обрабатываемых, в драг-финишном до 60 изделий. That's why the drag finishing machine is normally more suitable for a manual use. Поэтому буксерные станки более пригодны для использования в ручном режиме с ручной перезагрузкой изделий. Big advantage of the stream finishing machine is that you can process also very long work pieces and bigger work pieces. Большое достоинство то, что можно потоковых станков, то, что можно обрабатывать очень длинные изделия. The movement is completely different. In the stream finishing machine, the container is moving and the holder. In the drag finishing machine, only the holders are moving. Само движение радикально отличается. То есть в потоковых станках движется контейнер и держатель изделий. Вот, в буксерных станках контейнер статический, вращается только держатель. In the stream finishing machine, you have much more pressure than in the drag finishing machine. That's why you have shorter processing times. За счет большой центробежной силы давление абразивного материала намного выше в потоковых станках, чем в буксерных. Also, you can make in a stream finishing machine much different angles than in the drag finishing, and this means you can influence the areas which you want to polish
much better than in the drag finishing. Еще одно немаловажное замечание, что в станках потоковой обработки мы можем изменять угловое положение держателя намного гибче, чем при обработке в буксерных станках, то есть там процессы автоматизации, и сама кинематика позволяет выполнять процесс более легче. We make machines for the market, for the customer benefit. And for some customers, we thought that our stream finishing machine with an automated solution is too expensive. Станки делаются под конкретные задачи потребителя, и некоторые станки, скажем, роботизированные, на рынке получаются очень дорогими для конечного пользователя. Especially small companies who make cutting tools want automatic loading, but they don't want to spend 400,000 euro for a stream finishing machine plus a robot system. То есть на рынке существует множество небольших компаний, которые производят инструмент, и они хотят получить решение системы автоматизации процесса, но не настолько дорогое, как роботизированная система, которая стоит около 400 тысяч евро в Европе. That's why we made a stream finishing machine which works with chain loading. Yes, please. And this machine has just cost of 130,000 euro and can be also bought from medium-class companies. So medium-sized companies. Была разработана система с цепным загрузчиком, и ее стоимость существенно ниже, около 130 тысяч евро, что позволяет работать компаниям с небольшим и средним объемом выпуска режущего инструмента. Here this is a completely integrated machine. This means one display for the stream finishing process and for the automation. Система полностью автоматизирована в том смысле, что на дисплее полностью идет управление процессом как самой потоковой обработки, так и системой загрузки-выгрузки. You can load until 64 workpieces. Можно загрузить до 64 изделий. And it has also automatic change of the holders when you need when you want to process different diameters. И, соответственно, есть система автоматического определения диаметров. Можно загрузить от изделия диаметром от 3 до 32 миллиметров. This was the latest innovation what we made and which we displayed on the EMO show in Hanover. Это была последняя разработка компании OTEC, которая была продемонстрирована на выставке, недавно прошедшей в Ганновере, выставка ИМО. Now you saw just a change of the collet system. Сейчас производится замена цанг. So this means when the machine has to work with a different diameter, it automatically changes the collets, and so there is no manual interruption. Имеется в виду, если станок должен работать с различными диаметрами, есть набор цанг, и система автоматически меняет цанги, что позволяет работать автоматически с различными диаметрами инструмента. Advantage of this machine, it's quite cost effective. Cheap, but on the other hand, a big advantage is that you have an automated process. То есть сам процесс обработки получается довольно дешевым, и основное достоинство – это автоматизация процесса. But of course, for the big companies, they look for a better solution, because in the chain loading machine you can load only 64 workpieces. This means the machine can work approximately 2 hours. Without a manual interruption, but some companies say, okay, we want to work with the machine overnight completely alone. То есть некоторым клиентам нужны более производительные машины, потому что данный станок позволяет работать с 64 деталями в течение 2 часов. Далее необходимо ручное вмешательство, поэтому некоторым необходимы автоматизированные системы с более длинными циклами производства. That's why we have the machine SF3 RLS with a robot load system. Поэтому была разработана установка SF3 потоковой абразивной обработки с автоматической сменой деталей. You can put up to 8 pallets on it, and you can work much longer time with a manual interruption. Здесь загружается до 8 палет с инструментом, и можно работать намного дольше без прерывания процесса обработки.
So we sold this machine to the big tool customers like Emuge, Göring, Iskar or Kennametal. Данные системы были проданы для таких всемирно известных компаний, как Emuge, Iskar, Göring. You see here there is a place for the 8 pallets. Of course, the pallet system also often has to be customized with the customer because the customers use different pallets. Здесь видно, можно установить до 8 палет, но тоже система палет должна быть предварительно согласована с заказчиком, так как они могут отличаться по своему дизайну. The machine has also automatic collet change system. Установка имеет также автоматическую замену цанг. So this means the customer can work with very small batches and the machine changed the collet automatically. Что подразумевает под собой, что клиент может работать с небольшими партиями инструмента, и станок будет сам автоматически заменять цанги под рабочие размеры. This machine are more and more important for us. The demand is very high because every customer from us has a big pressure to reduce the cost. Данная система очень важна для компании OTEC, так как больше и больше клиентов жаждут сократить свои производственные расходы и использовать данную систему для производства инструмента. So the future is more systems who work with robot than with manual loading. На будущее будет все больше и больше систем, которые будут работать с роботизированными системами, и все меньше и меньше ручного труда. Also, we equip the machines with some applications of Industry 4.0. For example, we can make a system that you can access to the display from OTEC. Установка оборудована также системой 4.0, что подразумевает, что из внешнего дисплея, из внешнего сервера специалисты компании OTEC могут следить за работой данного станка в случае необходимости. So this means we can make a service easy. If there is a problem in the program, we can access from OTEC, and the service can be very quickly for the customer. Подразумевает под собой, что специалисты очень быстро могут решить либо технические проблемы со станком, либо проблемы с программным обеспечением и сократить время простоя станка. We think about also different digital solutions for the future. For example, in the future, it can be possible that some pieces or some spare parts will show when they have a wear that it has to be changed. И на будущее они рассматривают множество цифровых систем, которые будут подсказывать о изношенных деталях, либо о узлах, которые необходимо будет заменить в скором времени. So the system will be in the future much more intelligent. Система будет более адаптирована и более разумна. But this is in the moment the idea, and we work on it how we can realize it. На данный момент это только идея, и специалисты компании OTEC работают над ней. Yeah, so we are also a sponsor of this racing team of the university in Karlsruhe. Они занимаются спонсорством, имеют свою спонсорскую программу, спонсируют гоночную команду университета, технологического университета Карлсруhe. This car is made by students, and they make an interruption of their study for 1 or 2 years and work in this project. То есть данный автомобиль гоночный был сделан студентами, и время от времени они учатся и возвращаются снова в команду для продолжения работы. So the students make this for themselves. They get no money for it. They just make it because they want to learn from it and they are interested in. То есть студенты занимаются этим бесплатно только из-за того, что они хотят более детально изучить эту область.
And especially these people we search because they have a high motivation level, and this is exactly what companies need. В то же время компания OTEC, так сказать, присматривает за данными студентами, так как они обладают высоким уровнем мотивации. And they have to develop the machine, the car themselves, so they have to optimize it, how to reduce the weight, how to make it more efficient. And in this process, they learn a lot. То есть, благодаря тому, что студенты стараются, сказать, оптимизировать вес, оптимизировать мощностные показатели двигателя, им это очень интересно, так сказать, с практической точки зрения. But of course, the main influence was because we polished the gear parts for them. Но основной вопрос, который они, так сказать, занимаясь этой деятельностью, это полировка узлов коробки передач, механизмов, распредвала, клапанов. So they make races every year with other universities around the world. То есть каждый год они выступают на соревнованиях, и данная машина должна быть довольно надежна и занимать призовые места. And last year they were world champion. То есть в прошлом году они были номер один в данной классификации. So we polished the gear parts for them, and we also supported financially. То есть для данного автомобиля были обработаны элементы коробки передач, зубчатые колеса, и, сказать, была спонсорская финансовая поддержка команды. Okay, now we come to a page where these are some customers what we have, international customers. Cutting tool industry, Göring, Oerlikon, Sandvik, Seco and Iskar. На данном слайде список основных мировых брендов покупателей оборудования компании OTEC. Все они очень хорошо известны вам. Это и Göring, Balzers, Oerlikon, Sandvik, Seco, Iskar. Medical customers are Smith & Nephew, Zimmer, Esculap. Компании, которые занимаются имплантатами, очень известные в мире, в Европе. Smith & Nephew, Zimmer, Esculap. In the automotive industry, we supply Volkswagen, Daimler, ThyssenKrupp. Автомобильные гиганты Volkswagen, Daimler. Delphi, Robert Bosch. Delphi, Bosch, Delphi, Bosch, топливные системы. And in the jewelry industry, we supply Pandora, Sokolov, Karl Scheufele and Tiffany. И в ювелирной промышленности поставляют для таких хорошо известных брендов, как Pandora, Соколов, наша известная компания из Костромы, ювелирная, Шапард, Кашоф и Tiffany. Yeah, so we are at the end of the presentation. If you still have some questions, we are ready to give you answers. Закончили с нашей презентацией. Если у вас есть вопросы. В зависимости от внутреннего размера, то есть есть закрытые нет. Все, что подвержено давлению абразива, где контакт есть с абразивом, там есть обработка в противном случае. В данном случае были проведены исследования там в пределах 1,5–3%, то есть несущественное уплотнение поверхности. Упрочнение не повышается. Но она очень незначительная. Здесь именно за счет давления, потому что непрерывное давление абразива на поверхность идет. Масса имеется, но здесь подразумевается общее движение абразива, поэтому здесь нет такого ударного воздействия. Именно давление абразива на поверхность.
Нет, именно механическое удаление поверхности. Частиц, да. То есть за счет абразивного воздействия, грубо говоря, срезаются пики, и поверхность шлифуется, выглаживается. Ну, с покрытиями тут довольно сложно. В основном идет удаление покрытия на кромке. То есть некоторые компании практикуют удаление, то есть есть определенные процессы, то есть снимается именно покрытие на режущей кромке, а остальное покрытие остается. Но это, так сказать, есть свои какие-то плюсы и минусы. Никто конкретных данных по эффективности данного метода не указал. Для самого удаления покрытия используются химические методы, то, что удаляют при переточке. Ресурс, значит, там есть для каждого материала есть свой срок жизни, то есть на каждый материал, используемый в машине, есть свой счетчик, который считает рабочие часы, то есть в основном это в диапазоне 150-200 рабочих часов. Через это время необходимо заменить материал, то есть выскакивает ошибка на дисплее, замените материал. Восстановить нет. What is the power during pulse finishing process? What is the average power of machine? Power connected to the machine? The 7 kilowatt or 10 kilowatt? About 7 kilowatt, but we are now working, for example, on a project to make a pulse finish for big pieces, and where we need probably 50 kilowatt. Станки со стандартной комплектацией, потребление где-то идет около в пределах 7,5 киловатт сейчас. Но работают над станками, которые должны работать с большими телами вращения, там потребление существенно выше. Например, есть у них станок с 2-метровым рабочим контейнером, там потребление около 30 киловатт получается. При ревисе я не скажу вам сейчас, это как бы в рабочем режиме идет. Как. Ну. No, the question is when you change the pulse finish, how much power you need to change the directions. Ну, это специфический вопрос, мы вам ответим персонально на этот вопрос, как бы уточним. We check with the constructors and will inform by Artyom to the Есть такая проблема, и данная проблема достигается изменением соотношения подачи сожей воды. Как бы. То есть чем больше воды, то есть здесь нужно найти определенное соотношение. Чем больше сожи и воды мы подаем в контейнер, то есть меньше шаржирования поверхности, но в то же время снижается абразивное воздействие на поверхность. То есть здесь всегда нужно найти какую-то золотую середину, чтобы получить приемлемые результаты. Здесь незначительный, так как подается сож при комнатной температуре, и само время непродолжительное, поэтому так самого нагрева нету. Как бы. Ну, как Артем Сергеевич из опыта, Артем Сергеевич здесь 45 градусов, то что... Здесь ну, практически никакого изменения нету, потому что практически комнатная температура получается. Мы тоже работаем с многими заказчиками, у которых очень чувствительные детали, как бы это и оборонная, и космическая промышленность, поэтому там даже малейшее содержание алюминия 2О3 в изделиях очень важно, как бы, и находят золотую середину, то есть есть решение, когда они находят именно вот проток сожи, чтобы минимизировать вот это содержание воздействия, процесс шаржирования на поверхность.
Скажем, в станках с потоковой финишной обработкой форма не меняется, то есть как бы довольно стабильный процесс. Вот, никакого изменения нету. То, что мы изучали, вот Артем Сергеевич персонально изучал, как бы в буксерных станках, в зависимости от величин соотношения скорости ротора и держателя, то есть может быть отклонение от, так сказать, круглой формы. То есть были проведены измерения на кругломере компаниями Тотоя и были определенные значения скорости ротора и держателя, чтобы минимизировать это влияние на обрабатываемую деталь. Не, она не подвергается. Здесь как бы минимальное воздействие идет с этой точки зрения. Да, это немножко, да, другое оборудование. Это Виктор Генрихович будет рассказывать, как бы, более масштабный. Сегментно как раз вот турбинные лопатки, потоковые станки используются для такой области, то есть как раз именно зональная обработка, когда за счет, когда деталь не вращается как бы в держателе, как бы, а серводвигатель как бы позиционирует его в потоке абразива под определенным углом. В данном случае получается обработка одной поверхности. Ну, да, то есть здесь есть такое понятие, как величина съема материала за единицу времени. Поэтому вы это все можете спрогнозировать в своей конструкторской документации, произвести тестовую обработку. И данная как бы финишная обработка, ну, наиболее точная как получается. То есть самая максимальная притирка размеров получается именно данной технологией за счет изучения параметра удаления материала за единицу времени. Вот так вот. Конечно, да, в первую очередь. Ну, хорошо. Или потом, да, лучше потом, чтобы не прерывать процесс. Там, если вы заметите, то есть в первую очередь удаляется заусенец на кромках и изменяется значение РПК. Вот это, что очень важно как бы для масляной составляющей процесса. Вот, соответственно, насколько я знаю, то есть станок полностью автоматизированный, после ЧПУ робот загружает процесс для обработки, вот, производится обработка, после обработки производится контрольное измерение, то есть насколько значение РПК соответствует расчетному. И если это все нормально, идет дальше на линию сборки, если нет, как бы, то производится дальнейшая обработка изделия. То есть здесь довольно сложная поверхность, как бы, то есть традиционно для этих распредвалов применялись станки, которые на порядок дороже, как бы, для бесцентровой шлифовки, как бы, это довольно высокоточное производство, и только благодаря тому, что как бы, вот эти параметры, получаемые в процессе работы, более выгодные, и сама стоимость станка, то есть не из-за того, что там компания ОТЕК такая красивая, инновационная, то есть, соответственно, и Mercedes и Volkswagen рассматривали все экономические стороны и все экономические составляющие процесса производства. Как бы. Но в данном случае компания ОТЕК победила, то есть было поставлено на каждое предприятие до где-то около 20 каждому предприятию, в целом около 40 таких автоматических систем производственных. Спасибо. Все, спасибо за внимание. Спасибо.